Привет, ребята! Прикупил я себе антенну для усиления мобильного интернета. Роутер Kinetic Extra, 10 метров интернет-кабеля и добавил к этому старый модем. В комплекте с антенной пришли два коаксиальных кабеля на 50 Ом в сборе, кронштейн для крепления антенны, и два пиктейла, тоже по 50 Ом. Сама антенна панельная, марки Varius, с усилением сигнала на 20 дБ. Она выполнена в качественном пластиковом корпусе белого цвета. Для установки антенны в максимально высокое положение я отдельно купил алюминиевую разборную мачту общей длиной 3 метра и два кронштейна для ее крепления к стене моего дома. Позиционировал антенну, направив ее в сторону ближайшей базовой станции МТС. Процесс установки не занял много времени и сил. Оба кабеля я завел в дом через просверленные в стене отверстия. До этого момента я использовал обычный МТСовский свисток, воткнутый в USB разъем моего компьютера. Этот модем был залочен на использование сим-карты МТС и имел измененный провайдером интерфейс, не позволяющий проводить какие бы то ни было настройки. Скорость соединения с интернетом была просто ужасная. Мне едва хватало этой скорости для работы. Просмотр роликов на YouTube был тоже весьма некомфортным. При замерах скорости при помощи сервиса SpeedTest показания были всегда примерно вот в таких значениях. Кто знает, тот понимает. Я намеренно увеличил скорость воспроизведения видео, чтобы не утомлять вас скучным и долгим процессом. Первый замер делался на краснодарском сервере. Для сравнения сделаю замер на московском сервере. Посмотрим результаты. Все, надоело. Долой плохой интернет. Предварительно я разлочил свой старый МТСовский модем и перепрошил его родной хуавеевской прошивкой. Переставил сим-карту в другой модем и установил его в порт роутера. Подключил пиктейлы к модему. Коаксиальный кабель выходит из стены и подключается к модему. Обновленная прошивка модема теперь позволяет делать различные настройки подключения и следить за основными параметрами мобильного сигнала от базовой станции. Как вы видите, показатели RSSI и SINR на очень хороших позициях. В настройках модема я оставил две основные частоты, которые используют ближайшие ко мне базовые станции МТС. Запускаю спид-тест и смотрю результаты замеров скорости с новым оборудованием. Сервер сразу ставлю московский, чтобы все было максимально достоверно. В настоящее время я использую мобильный тариф от МТС для ноутбука с максимальной скоростью до 20 мегабит в секунду. С учетом потери сигнала на коаксиальном кабеле, скорость загрузки почти на максимуме. Это при том, что замеры я делал в воскресный день, когда большинство местных жителей целый день сидит в интернете, и нагрузка на базовую станцию выше средней. Замерим еще раз, для надежности. Думаю, разница очевидна. Теперь я сделаю замер скорости с помощью более корректного сервиса nperf. Сразу выбираю питерский сервер Skynet и делаю замеры.
Обратите внимание на стабильность сигнала и отсутствие резких провалов. Полученные результаты превзошли все мои ожидания. Огромное спасибо Евгению Радисту за оказанную помощь в выборе антенны и грамотную консультацию по настройке оборудования.